Прожил Николай Фомич на белом свете 70 лет и понял, что нынче деньги в кепке не убережешь. Возьму-ка я акции этой самой АО МММ, решил старик. Да, непонятная бумага. Прошла неделя. Пришлось Фомичу вернуться за деньгами. Вложили 10, а получили 15? Хорошая прибавка к пенсии. АО МММ. И в другой раз Николаю Фомичу пришлось вернуться на Варшавку 26. Какими судьбами, Николай Фомич? Ну, решили на всю пенсию. Да, чувствую. И в самом деле отличное решение. АО МММ. Николай Фомич и Елизавета Андреевна. Спросим, чем же они заняты? Вот посылочку. Детям укладываю. Сначала они нам помогали, а теперь мы им помогаем. Какая возможность появилась. Спасибо акциям. Сашенька и Люсенька. Как только появятся у вас в Барнауле акции АО МММ, Сразу же покупать. сразу же покупать. Родители плохого не посоветуют. АО МММ. Николай Фомич и Елизавета Андреевна. Как поживаете? Что новенького? А это кто? А что нам? Нам много ведь не надо. Теперь стали другим помогать. И собаку завели. Иди сюда ко мне. Соседку На. своей пенсионерке помогаем, а вот теперь собаку Ух завели. ты. Ну что ж, здорово. Рады за вас. АО МММ. Николай Фомич и Елизавета Андреевна отчивали Марию чаем, показывали фотографии детей, внуков. Елизавета Андреевна вдруг не сдержалась. Вы такая Ой. красивая, вы такая добрая. У вас такие удивительные глаза. Деда, Да правда? нет, не глаза, а жемчужины. Волновался Николай Фомич. Надолго запомнится этот вечер. АО МММ. Елизавета Андреевна. Одна. Где же Николай Фомич? Елизавета Андреевна, как жизнь складывается? Как дела? Да хорошо дела. Хорошо дела. Дедушка только заболел немного. Но ничего, он обязательно поправится. Обязательно поправится. И все будет хорошо. Как прежде. Дай-то вам Бог здоровья. Вам, Николаю Фомичу, всем вашим близким. Это Елизавета Андреевна. А это Николай Фомич с цветами. Лежал Николай Фомич в больнице, думал, о прожитом вспоминал. И вспомнил, как зимой 45-го попал он после тяжелого ранения в госпиталь. И выходила его молоденькая сестричка Лиза. Так и пересеклись их жизненные тропинки. Тогда и полюбили друг друга Николай Фомич и Елизавета Андреевна. И начались воспоминания. Письма достали, фотографии. И оказалось, что большая жизнь прожита. И все помнится. До того растрогались, что не удержались, потанцевали. Вот так-то, не убавить, не прибавить. Позвонила Николаю Фомичу и Елизавете Андреевне дочка из Барнаула. Волнуется за родителей, как живут, чем питаются. Денег высылать не надо, копите на свою машину. А мать пояснила. Мы с дедом 4 числа снова вложили одну пенсию в билеты, и сейчас получаем уже вдвое больше. Хороших детей воспитали, не забывают, заботятся. В первых числах каждого месяца Верочка из Собеса приносит Николаю Фомичу и Елизавете Андреевне пенсию. Получив деньги, старики планируют свои расходы.
За Четыре. газ, за телефон. А на эти мы купим билеты МММ. Елизавета Андреевна, Николай Фомич, неужто деньги девать некуда? Благодаря тому, что мы покупаем эти билеты, тысяч на 140, 150 у нас становится больше.